Я расскажу вам одну из версий истории, произошедшей почти 500 лет назад. Разные источники расходятся в деталях, но общая картина примерно такова. Прошло около 40 лет после первой исторической высадки Колумба на Багамах. Ни один белый человек еще не проник внутрь американского материка, хотя испанцы уже прочно закрепились на Карибских островах и прилегающих побережьях. Spanish Main – испанский Мейнленд – называли эти территории их основные конкуренты – английские пираты. Но пока что грабить там было нечего. Первые колонисты сами выживали там с большим трудом. Несметные сокровища были только в мечтах. До европейских поселений на берегу Карибского моря доходили легенды о некоем царстве, расположенном на высокогорном плато в джунглях далеко на юге. Правитель этого царства раз в год снимал все одежды, натирал тело ароматной липкой смолой и целиком осыпал себя золотой пылью, пока не покрывался ею с головы до ног. Позолоченный, он сверкал, словно живая статуя. Ему больше не нужно было никаких других украшений. Под пение гимнов он направлялся к берегу священного озера в сопровождении многотысячной толпы своих подданных. И там золотой царь и его приближенные садились в каноэ. Они отчаливали от берега, выгребали на середину, и там царь торжественно бросал в воду дары богам – золото и драгоценные камни. А затем он сам прыгал в озеро, чтобы смыть с себя золотой песок. Человек, покрытый золотом, «El hombre dorado», правитель народа настолько богатого, что он мог позволить себе буквально выбрасывать золото и изумруды горстями в воду. На несколько веков умами европейцев овладеет надежда отыскать эту сказочную страну и прибрать к рукам богатство ее позолоченного царя. «El hombre dorado», потом этот термин сократят до «El Dorado» – «золотая земля». Когда люди спрашивают меня на улице, как пройти туда-то и туда-то, и я им объясняю, я потом смотрю им вслед и думаю, ой, зря они меня послушались. Вообще-то я очень неплохо ориентируюсь на местности, но если меня неожиданно остановить и спросить, я теряюсь. Ну, в общем, я не знаю, где сейчас все эти люди, которым я объясняла дорогу. Так вот, вы удивитесь, но когда европейцы начали осваивать Новый Свет и болтались по обеим Америкам без какого-либо подобия карт, они, в общем-то, так и поступали. Спрашивали у случайных местных, как пройти, и те объясняли им жестами и словами неизвестных языков. Поразительным образом части этих европейцев удавалось добраться, докуда им было нужно. Но это еще не гарантировало их от глобальных ошибок, вызванных неправильным пониманием местных реалий. История Эльдорадо – это история одной такой монументальной ошибки. Отправляемся в испанский Мэйн начала XVI века. В 1513 году Васко Нуньес де Бальбоа пересек Панамский перешеек, проклиная каждый метр этого проклятого пути и вслух мечтая, что когда-нибудь здесь прокопают канал. И он обнаружил на той стороне Тихий океан. Он самолично дал землям, лежащим далее на юг, название Перу и собрался разведать их на предмет Эльдорадо, но политические интриги довольно быстро привели его на эшафот. Поэтому не он, а Франциско Писаро, который, кстати, поначалу отказался последовать за Бальбоа в панамские дебри, стал открывателем империи инков и учинителем безобразий, за этим последовавшим. В 1532 году Писаро прибыл в Перу и захватил правителя инков Атауальпу. Испанцы потребовали за вождя огромный выкуп – около 24 тонн драгоценных металлов, из них около 6,5 тонн золота. Все это стоило сотни миллионов современных долларов. Выкуп собирали неделями, собирая сокровища храмов. Испанцы переплавили драгоценные статуи и талисманы в золотые слитки, нагрузили ими корабли и отослали в Испанию. Масштабы этих трофеев потрясли Европу. Такого богатства мир еще не видел. Старый свет заболел золотой лихорадкой. Если империя инков скрывала такие богатства,
Почему бы не существовать и другой, еще более богатой страны там, в глубине материка? Может быть, золото инков – это капля по сравнению с несметными богатствами Эльдорадо. В те годы правитель Объединенной Испании Карл I, он же император Карл V Священной Римской империи, был молод, горяч и по уши в долгах. Его военные кампании по всей Европе истощили казну. Поскольку денег на возврат долгов у него не было, Карл начал раздавать в их счет колониальные привилегии, фактически передавая частным лицам права на эксплуатацию земель в свежеоткрытом Новом Свете. Одному только немецкому банкирскому дому Вельзеров из Аугсбурга король был должен 143 тысячи золотых флоринов, что по современным оценкам эквивалентно примерно 30 миллионам долларов. Так немецкие банкиры внезапно получили право на освоение части Южной Америки. Вельзеры не были в восторге от этой сделки, но с паршивой овцы хоть шерсти клок, так как никаких шансов получить от Карла наличку не было. Но появилась надежда организовать импорт жемчуга и смолы дерева гуаяк. Последнее считалось лекарством от новой интересной болезни, завезенной из той же Америки – сифилиса. Банкирский дом отправил в Венесуэлу, маленькую Венецию, 300 человек, основал там 2 города и 3 крепости и начал помаленьку обращать в рабство восставших индейцев. Так началась история немецких конкистадоров, не самых известных сегодня конкистадоров. Многие, наверное, слышали только об испанских и португальских. Однако немцы сыграют свою роль в освоении Южной Америки. Первым губернатором колонии Венесуэлы стал Амброзиус Эйхингер фон Альфингер, сокращенно Эйхингер, человек чрезвычайно неприятный. Он основал город Маракайбо на берегу одноименного озера, прошелся огнем и мечом по окрестным джунглям, награбил 300 килограмм золота и драгоценных камней, поссорился абсолютно со всеми местными племенами и вполне закономерно плохо кончил. В 1533 году он погиб от ранения отравленным копьем в шею. Однако до того, как умереть, Эйхингер услышал истории о сказочном золотом человеке и горном племени индейцев, у которых золота было так много, что они буквально обваливали в нем своего вождя, как пончик с сахарной пудрой. Эйхингер предпринял 2 экспедиции во внутренние районы материка, но так и не обнаружил ни озера, ни других следов, указывающих на место проведения легендарного ритуала. Хочу обратить ваше внимание, что на тот момент знания европейцев о географии Южной Америки были практически нулевыми. Эйхингер искренне считал, что Венесуэла – это остров, а юг ее омывает Тихий океан. На сцену выходит Николаус Федерман. Федерман появился в Венесуэле в 1530 году в качестве, так сказать, полевого агента дома Вельзеров. Формально он был назначен помощником Эйхингера, а фактически должен был присматривать за ним, а также за своевременным вывозом в Европу золота, жемчуга и гуаяка. Федерман услышал про Эльдорадо, и мысль о несметных сокровищах, скрытых в сердце неизведанных земель, прочно укоренилась в его сознании. Настолько прочно, что когда новый губернатор дал ему четкий приказ укрепиться у озера Маракайбо и защищать позиции от испанцев, он вместо этого бросил пост, собрал отряд и самостоятельно повел его вглубь континента. Туда, где на картах зияла пустота, где не было ни дорог, ни гарантий возвращения. Шел 1535 год. Довольно быстро они вышли на вершину холма и увидели у своих ног обширные земли, залитые водой. Федерман обрадовался. Вот оно, легендарное озеро страны Эльдорадо. Но проводники поспешили его разочаровать. Перед ними раскинулись Льянос. Бескрайние равнины, которые на карте казались пустыми и плоскими, но на деле были чистым проклятием. В сезон дождей Льянос уходили под воду, превращаясь в бескрайнее болото, где каждый шаг мог стать последним. В сухой сезон от жары трескалась земля, и даже самые выносливые европейцы начинали сходить с ума.
Безымянные реки петляли среди высоких зарослей тростника, где всадник исчезал с головой. Здесь не было дорог, не было ориентиров, не было пощады, только богатые возможностью сдохнуть от жажды, болезней, ягуаров, пум, кайманов и укусов бушмейстеров, трехметровых гадюк. Федерман болтался по этим благословенным землям почти год. Его армия таяла, его люди совершенно одичали, отрастили патлы и бороды, как дикари, и были одеты в рубящие шкуры. Оставшиеся в живых лошади шли без подков, их стертые копыта истекали кровью. Но Федерман отказывался сдаваться. Все слухи о золотом человеке указывали на какое-то место в горах, и он направил свой отряд в Кордильеры. Лишь в начале 1539 года, после 3 лет скитаний, он нашел перевал Сума-Пас. Высота 3600 метров над уровнем моря. Измученные конкистадоры пробирались по тропе, которая петляла от одной страшной пропасти к другой. Местами перевал просто исчезал, и людям приходилось карабкаться по скалам, подтягивая лошадей на веревках. Наконец Федерман со своим отрядом оказались на краю широкого высокогорного плато, заросшего зеленой травой. Пока изможденные люди отдыхали, Федерман отправил разведывательный отряд посмотреть, что там впереди. Отряд вернулся с печальной вестью. Плато уже было занято. Впереди Федермана ждали чужие знамена. После 3 лет лишений он достиг Эльдорадо, но его опередили. Сейчас уже неизвестно, кто ввел благородного дона Педро Фердинанда де Луго в заблуждение относительно перспектив этого края. Возможно, он сам обманул себя, слушая рассказы о несметных богатствах Америки. Так или иначе, Дон Педро, равно как и немецкий банкирский дом Вельзеров, получил патент на освоение колониальных территорий в Новом Свете от короля Карла I. Ох, Дон Педро, ох, это был такой мужчина. Это что-то. Я до сих пор плачу при воспоминании о нем. Да. Правда, немножко любил выпить. Он оставил доходную, но скучную должность губернатора Канарских островов, собрал команду из кавалеров, столь же блистательных и доверчивых, как он сам, и в 1535 году отплыл в Санта-Марту, главный на тот момент испанский форпост новых земель. После 40-дневного морского перехода красавцы-кавалеры в шлемах с плюмажами и начищенных до блеска латах высадились на пляж. Навстречу им вышла делегация Санта-Марты, несколько условно белых оборванцев в тряпках, пошитых индейцами. Один из них, больше похожий на погонщика мулов, представился губернатором города. Санта-Марта находилась в плачевном состоянии, как, впрочем, большинство европейских поселений в Америке на тот момент. Грабить вокруг было уже некого, природа доставляла безмерные хлопоты, настроения у контингента были абсолютно упаднические. Дон Педро с компанией оказались в тяжелом положении, ему даже нечем было платить за проезд на кораблях. Какая неприятность. Он решает отправить экспедицию вглубь материка, искать индейское золото. Много золота. Эльдорадо. Писаро нашел, почему бы ему не найти. Сам Дон Педро в эту авантюру не потащился по старости лет. Он отправил другого видного героя нашей истории – Гонсало Хименеса де Касаду. Если немец Федерман был авантюристом, человеком порыва и случая, действующим дерзко и часто без оглядки на приказы и протоколы, то Кесада представлял его полную противоположность. Сдержанный, методичный, склонный к анализу и планированию. Эти двое прямо разбивали стереотипы о своих нациях – бесшабашный немец и методичный испанец. Экспедиция Кесады была тщательно организована, он уже знал, куда идти. Пленные рассказали ему о людях в золотых украшениях в горах. С гор стекала полноводная река Магдалена. Отряд Кесады должен был двигаться вверх по ней,
припасы на небольших речных бригантинах, кавалеры пешком по берегу, 620 пехотинцев и 85 всадников. Несмотря на тщательную подготовку экспедиции, все сразу пошло наперекосяк. Переход через пустынные земли до устья Магдалены занял неделю. С первых дней экспедицию начали преследовать враждебные индейцы, осыпая испанцев отравленными стрелами. Но настоящие испытания начались, когда отряд углубился в тропические дебри. Непроходимые джунгли, колючки, лианы, змеи, кайманы, ягуары, москиты размером с курицу. Это были приключения наземного отряда. Когда они достигли устья реки, бригантин с припасами там не оказалось. Флотилия потерпела катастрофу. Шторм разбил 3 корабля, и 2 бригантины были выброшены на берег. Кисада продолжал путь. По дороге он встретил одичавших немецких дезертиров из отряда Эйхингера, робинзонивших в джунглях уже 5 лет. Они предложили испанцам свои услуги проводников, но сами заблудились и завели отряд в глушь, откуда еле удалось выбраться назад к реке. Окрестности были безлюдные. 6 лет назад Эйхингер опустошил эти земли для основания. Испанцы питались муравьедами и летучими мышами. Кисада держал армию в узде с строгими мерами. Одного из солдат, убившего свою лошадь ради мяса, казнили. Их подгоняла слава Писаро. Они упрямо продолжали путь на юг. Иногда конкистадоры натыкались на покинутые индейские поселки. Жители, вспомнив жестокость Эйхингера, бежали, едва завидя белых. Не у кого было даже дорогу спросить, даже неправильную. Наконец, люди Кисады наткнулись на каноэ, нагруженное пурпурными тканями и соляными плитками. Соль, как объяснили индейцы, они получили через торговлю с племенами юга. Там, в горах, действительно жила высокая цивилизация. Может, вам к ним? В январе 1537 года Кисада вывел свои оставшиеся 166 человек через равнину и поднялся на плато. Перед ним раскинулись зеленеющие долины, аккуратно распаханные поля, ухоженные деревни и красивое круглое озеро. Они нашли Эльдорадо. 2 года Кисада и его люди огнем и мечом шли через плато, вытрясая из местных золото и изумруды. Они грабили дворцы и храмы, брали в заложники местных вождей и в целом вели себя как обычно. Золото имелось, но не в ошеломительных объемах. Кисада пытался найти источник всех этих богатств, рудники или спрятанные сокровища, но тщетно. А потом туда заявился отряд Федермана. И чуть позже подтянулся еще один испанский конкистадор, Себастьян де Белалькасар, который тоже разыскивал Эльдорадо. Просто потрясающе, что все они встретились в одной точке посреди ненанесенных на карту колумбийских джунглей, ведомые исключительно легендами и указаниями встречных индейцев, что вон туда надо идти. Федерман был уверен, что официальные права на эксплуатацию этой территории были у него. Однако и Кисада представлял партию с договором от Карла I, и кроме того, он здесь был первым. Закончилось дело судебным разбирательством в Испании, который выиграл, вы правильно догадались, Кисада, но не немцы же. В конечном итоге эта территория была признана принадлежащей испанской короне, а управление ею было передано наследникам Дона Педро де Луга. Хотя вообще-то там давным-давно жили люди, у которых было свое государство и свои правители. Мало ли в Бразилии Педро. Это была страна муисков. На их языке слово «муиска» означало «человек» или «народ». В старых хрониках их также называли чипче, по имени языковой семьи, к которой относился их язык. Муиски жили здесь веками, задолго до того, как первые испанские корабли достигли Америки. Их мир, расположенный на высотах Анд, был центром цивилизации, основанной на земледелии, добыче соли, торговле и сложной социальной иерархии. Когда Кисада прибыл сюда в 1537 году, он встретил не разрозненные племена, а конфедерацию городов с развитой культурой. Каждое племя в конфедерации управлялось своим вождем. Племена разделяли общий язык и религию,
они объединялись перед лицом общего врага. Их главными полезными ископаемыми были изумруды, медь и соль. Они использовали террасное земледелие и орошение полей. Важной сельскохозяйственной культурой муисков был странный клубень, доселе неизвестный испанцам. Один из хронистов Кесады описывал это растение как имеющее тусклые цветы мертвенно-фиолетового оттенка и хвалил его крахмалистые корни с приятным вкусом, столь ценимые индейцами и признанные деликатесом даже среди испанцев. Это был картофель. Муиски выращивали и другие съедобные корнеплоды, но получить все необходимое с высокогорных полей было невозможно. Зерно, фрукты, рыбу и хлопок для изготовления тканей они получали через бартерную торговлю с жителями равнин. Торговые пути были хорошо организованы. Муиски устраивали межплеменные рынки в определенные дни на удобных переправах через реку Магдалена. Их экономика напоминала модель развитой промышленной державы. Не имея изобилия природных ресурсов, муиски покупали сырье и преображали его своим мастерством и трудом в более ценные товары, которые затем выгодно обменивали на продукты у соседей. К примеру, они добывали каменную соль, дефицитный ценный продукт, которого не было у жителей долин. Соль обменивали на хлопок-сырец, который привозили на плато и делали из него высококачественные изысканные ткани, которые продавались дорого и далеко до самого морского побережья. Муиски были очень религиозны и почитали общий пантеон богов, которым они поклонялись в священных местах, включая круглое озеро Гуатавита. Их вожди играли роль верховных жрецов. Культ муисков был сосредоточен вокруг двух главных божеств – Суэ – солнца и Чиа – луны. Они разработали сложный календарь с 20 месяцами и точно знали день летнего солнцестояния, который они называли Днем Суэ. Они также поклонялись богине-матери, богам радуги, искусств, танца, грома, плодородия и спорта. Были найдены две золотые статуэтки, изображающие вождя муисков в окружении придворных на плоту, отправляющегося совершать жертвоприношение в центре священного озера. Эти статуэтки подтверждают, что когда-то у муисков действительно были подобные ритуалы, рассказы о которых по джунглям Ильянос распространялись далеко и достигли побережья, где превратились в легенду о золотом человеке – Эль Омбре Дорадо. Вот только золота у них не было. То есть у них не было золотых копий, как у инков. У них было какое-то количество золота, которое они выменили на соль и ткани у индейцев равнин. Искусные мастера муиски делали из него статуэтки богов, тарелочки и трубки для вдыхания паров ароматических растений, фигурки тотемных животных, тунхо, которые иногда закапывали в жертву богам, а иногда бросали в озеро или украшали ими храмы. На дне озера Гуатавита действительно было найдено некоторое количество интересных артефактов, изготовленных из веселого ярко-желтого сплава золота и меди. Золото, с точки зрения муисков, было замечательным, весьма вероятно божественным материалом, потом богов, возможно, или застывшим солнечным светом, которые муиски возвращали богам в форме ритуальных фигурок. Они бросали золото в воду не потому, что у них был его избыток, и они не знали, куда его девать. Они выбрасывали фактически все наличествующее золото, потому что больше в нем не было никакого смысла, как только стать жертвой. Муиски не копили золото, потому что не считали его драгоценностью, деньгами, сокровищем. Деньгами служила соль, уголь, ремесленные изделия, полезные вещи. А золото было символом, чем-то вроде молитвы. Конкистадоров, испанских и немецких, ожидало огромное разочарование. Они нашли легендарное Эльдорадо, но они не желали в это верить. Где же этот город из золотых кирпичей, где эти несметные сокровища? Если вот это все, то это не настоящее Эльдорадо. Значит, решили они, Эльдорадо не здесь, оно все еще не найдено. Где-то есть настоящий город золотой под небом голубым, который сделает своего первооткрывателя самым богатым человеком во всем цивилизованном мире. Америка большая, джунгли дремучие,
Несметные богатства ждут нас где-то там. Дальше на восток, на юг, на запад. К середине XVI века погоня за Эльдорадо превратилась в общеевропейскую манию. Местоположение Эльдорадо постепенно смещалось в течение целого столетия поисков через всю Южную Америку, по мере того, как каждое новое место не оправдывало надежд. Авантюристы, рискуя жизнями, пробирались вглубь материка, совершая по пути географические открытия. Так Франсиско де Орельяно по ходу поисков Эльдорадо случайно нашел Амазонку. Сэр Уолтер Райли совершил 2 неудачных путешествия в поисках Эльдорадо по реке Оренока и оставил яркие рассказы о своих приключениях, которые закрепят миф Эльдорадо в Европе. Мечта Райли в конечном счете стоила ему жизни. Он был казнен после 2-й несанкционированной экспедиции. Но его миф остался. К XVIII веку вера ученых и картографов в то, что Эльдорадо существует в буквальном смысле, ослабла. Хотя на некоторых картах все еще было указано его предполагаемое местонахождение. Вместо этого миф обрел новую символическую жизнь. Вольтер в своем сатирическом романе «Кандид» описал Эльдорадо как утопическую страну мудрости, равенства и мира, где деревенские детишки в лохмотьях из золотой парчи играют в камушки изумрудами и рубинами, а взрослые искренне не понимают, почему европейцы так помешаны на желтой грязи и камнях их земли, что готовы за них перебить их всех и сами погибнуть. В романтическом стихотворении Эдгара По Эльдорадо уже превращается из физического места в аллегорию бесплодных поисков чего-то недостижимого. Эльдорадо становится метафорой совершенства, золотого века, который всегда недосягаем. Несмотря на то, что вера в золотой город в буквальном смысле угасла, идея Эльдорадо как метафоры амбиций, жадности и безрассудства сохранилась. Он стал чем-то вроде священного Грааля, но для паладинов наживы. В 20 и 21 веках никто уже не считает Эльдорадо реальным местом, и оно прочно закрепляется в фантастике, в детских книгах и фильмах. От Индианы Джонса до мультяшной Доры герои ищут в Амазонии затерянный золотой город, иногда под другими именами, в других местах – Маноа в Гвиане и Сибала в Мексике. Эльдорадо даст свое имя самым разным коммерческим предприятиям, от казино и отелей до весьма, вероятно, хорошо известной вам сети бытовой техники. Что же случилось за эти 5 столетий с настоящим Эльдорадо на плато в горах? Деревня, основанная здесь Кесадой в 1538 году, с течением времени выросла в Богату, столицу Республики Колумбия. Музей золота в Богате обладает уникальной коллекцией золотых артефактов доколумбовых времен. В их числе замечательный плот мюисков. Миф об Эльдорадо стал неотъемлемой частью национальной идентичности современных колумбийцев. Народ мюиска, который одно время считался вымершим, колонизаторы постарались, сейчас активно восстанавливает свою самобытность. Потомки золотых королей работают над возрождением своего языка, религиозных церемоний. Священное озеро Гуатавита как минимум 2 пытались спустить, чтобы поискать на дне сокровища, последний раз в конце XIX века. Дно оказалось очень топким и илистым, и в нем удалось отыскать несколько золотых фигурок, по дороге причинив серьезный экологический ущерб и весьма вероятно безнадежно уничтожив возможность дальнейших археологических изысканий. Сейчас озеро охраняется государством как объект культурного и природного наследия, и в нем даже купаться запрещено. Если вы соберетесь посетить Колумбию, вы прилетите в международный аэропорт, который носит название Эльдорадо. На сегодня у меня все. Спасибо вам за внимание. Не забудьте поставить лайк и заглянуть в описание внизу. Там есть информация о моих блогах. Может быть, вам это будет интересно. Берегите себя. До новых встреч. Друзья мои, если вы хотели бы больше и чаще узнавать интересные, забавные и шокирующие факты, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или на Патреоне.
Эти два блога абсолютно одинаковые. Я там пишу одно и то же. Просто Boosty умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. На этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. На втором же уровне вы также получите доступ к дополнительным коротким видео на темы, которые в YouTube не опубликуешь, и к полным вариантам некоторых еженедельных видео, опять же, с такими подробностями истории бескультурья, которые не подходят для широкой аудитории. Оставляю на ваше решение, смотреть их или не смотреть в компании детей и внуков. Опять же, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, то это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. Приходите ко мне на Boosty или на Patreon, у нас там собирается замечательная душевная компания настоящих бескультурников. Ты что тут делаешь? Чай пью. А на сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч!